тот вечер усталость навалилась на меня с какой-то особенной, свинцовой тяжестью. Работа в школе в конце четверти всегда превращалась в бесконечный марафон между проверкой стопок тетрадей и попытками привести в чувство класс, который уже давно мыслями был на каникулах. Я сидела на кухне, тупо глядя в окно на серые сумерки, и машинально пролистывала ленту в телефоне. Это было похоже на транс. Я видела чужие жизни, яркие фильтры, чьи-то отпуска и безупречные завтраки, но ничего не задерживалось в голове. Я уже собиралась отложить телефон и, наконец, заняться ужином, когда мой палец замер на одной фотографии. На снимке была женская рука с вызывающе идеальным маникюром, а на безымянном пальце красовалось кольцо. Крупный гранат глубокого, почти черного цвета в витиеватой золотой оправе. Подпись гласила «Подарок от любимого». Мой оберег. Внутри меня все похолодело. Я знала это кольцо. Я знала каждую его грань, каждую крошечную щербинку на оправе, которую можно было заметить только при очень близком рассмотрении. Это была наша семейная реликвия, вещь с историей, которая тянулась еще из довоенного Ленинграда. Бабушка всегда говорила, что это кольцо – символ нашей выживаемости. В самые страшные годы оно оставалось в семье, его не обменяли на хлеб, не украли в эвакуации. 3 года назад мой муж, Дмитрий, сказал, что потерял его. Он тогда вернулся домой сам не свой, бледный, с дрожащими руками. Рассказывал долгую, складную историю о том, как решил почистить его у знакомого ювелира, как забыл сверток в такси. Он так правдоподобно сокрушался, так искренне просил прощения, что я, дура, еще и утешала его. Я верила, что для него это такая же потеря, как и для меня. А теперь это кольцо красовалось на руке некой Светланы, мастера маникюра из нашего города. Я зашла в ее профиль. Фотографии были наполнены тем лоском, который мой Дима всегда называл дешевой мишурой. Дорогие рестораны, букеты роз, селфи в салонах красоты. И среди всей этой мишуры память моей семьи. Как он мог? Не просто предать меня, а украсть частичку моего прошлого, чтобы вложить ее в руки этой женщины. Я сидела на кухне, и мне казалось, что стены начинают на меня давить. Воздуха вдруг стало катастрофически мало. Дмитрий пришел домой около 10 вечера. Он вошел тихо, стараясь не разбудить детей, и по его лицу было видно, что день у него выдался непростой. Он чмокнул меня в щеку, бросил ключи на тумбочку и потянулся к чайнику, что-то буднично рассказывая о пробках на мосту. Я молчала. Я ждала, когда он обернется и посмотрит мне в глаза. Когда он, наконец, сел за стол, я просто положила перед ним телефон с открытым снимком. «Объясни мне, Дима, как это оказалось у нее?» Мой голос был пугающе спокойным, хотя внутри все клокотало от ярости. Он посмотрел на экран, и я увидела, как его лицо на мгновение застыло. Это была лишь секунда, но она выдала его с головой. Потом он попытался взять себя в руки, пожал плечами и натянуто улыбнулся. «Ир, ты чего? Какое это кольцо? Мало ли в мире похожих вещей? Ты же знаешь, в СССР такие гранаты были у каждой второй». Он попытался вернуть мне телефон, но я не взяла. «Каждая вторая?» Я почувствовала, как горький смех подступает к горлу. «Ты прекрасно знаешь, что это кольцо моей бабушки. Ты знаешь про гравировку на внутренней стороне оправы, дату ее свадьбы. Ты сам читал ее десятки раз». Он начал заикаться, путаться в показаниях. Сначала говорил, что, наверное, кто-то нашел его в том самом такси и сдал в ломбард, а Светлана купила. Потом, когда я прижала его фактами из переписки, которую успела увидеть краем глаза, он сломался. Начал нести какой-то бред про то, что 3 года назад у него были огромные долги по бизнесу, о которых он не хотел мне говорить, чтобы не волновать.
что он не терял его, а заложил, надеясь выкупить через месяц, но не успел. А Светлана, мол, просто оказалась рядом, помогла ему в трудную минуту, и он подарил ей его в знак благодарности. Каждое его слово было как удар наотмашь. Оказалось, что обручальное кольцо, которое он торжественно надел мне на палец на 10-летие нашей свадьбы, он тоже купил в ломбарде. Он годами выстраивал эту пирамиду из лжи, подменяя реальные чувства и ценности дешевыми суррогатами. «Ты понимаешь, что ты сделал?» Прошептала я. «Ты не просто украл вещь. Ты украл мое доверие. Ты продал историю моей семьи, чтобы впечатлить женщину, которая хвастается этим в Инстаграме». Дима упал на колени, пытался схватить мои руки, клялся, что все это чудовищная ошибка, что он любит только меня, а со Светланой его ничего не связывает, кроме того старого долга. Он обещал прямо завтра все вернуть, выкупить кольцо назад, чего бы это ни стоило. Но я смотрела на него и видела не мужа, а жалкого незнакомца, который разрушил наш дом собственными руками. Той ночью я не спала. Я сидела в гостиной, глядя на спящий город, и понимала, что обратной дороги нет. Жить в этой лжи, делить постель с человеком, который способен на такую низость, я не смогла бы. Утром, пока дети еще спали, я собрала самый необходимый минимум вещей. Я действовала как робот: чемодан, документы, зубные щетки. Когда Дима проснулся и увидел меня в прихожей с сумками, он снова начал умолять. Он выглядел жалким, небритый, с красными глазами. «Ира, подумай о детях. Куда ты поедешь?» Кричал он мне вслед. Я не ответила. Я просто положила ключи от квартиры на тумбочку и вышла, плотно закрыв за собой дверь. Щелчок замка прозвучал как выстрел, ставящий точку в 12 годах нашей совместной жизни. Я сняла квартиру на другом конце города, поближе к школе. Мама сначала плакала, не понимая, как можно из-за какой-то железки рушить семью, но когда я показала ей профиль Светланы, она замолчала. Она вспомнила свою мать, мою бабушку и те голодные годы, когда кольцо было их единственной надеждой. Но я не собиралась просто уходить. Я должна была встретиться с этой женщиной. Мне нужно было увидеть это кольцо на ее пальце своими глазами, прежде чем я начну действовать юридически. Я записалась к Светлане на маникюр под другим именем. Когда я вошла в ее кабинет, меня обдал резкий запах лака и дешевого парфюма. Светлана была именно такой, какой я ее себе представляла, нарочито вежливая, с приклеенной улыбкой и оценивающим взглядом. Она усадила меня за стол, и первое, что я увидела, это гранат. Он горел на ее руке, как капля запекшейся крови. «Красивое кольцо», — тихо сказала я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «А, это подарок любимого мужчины», — кокетливо отозвалась она, даже не глядя на меня. «Антиквариат. Сейчас такого не делают». Я смотрела на свои руки, которые она начала обрабатывать, и чувствовала, как внутри меня закипает холодная, расчетливая ярость. Я знала, что этот маникюр будет самым долгим в ее жизни. Я собиралась рассказать ей историю этого кольца. Историю, которую мой муж забыл ей упомянуть. Светлана работала уверенно, ее движения были отточены до автоматизма. Она что-то весело щебетала о погоде, о новых оттенках лака, которые привезли на прошлой неделе, но я ее почти не слышала. Все мое внимание было приковано к гранату. В свете бестеневой лампы камень казался живым. Он словно пульсировал на ее пальце, напоминая мне о бабушке, о ее натруженных руках и о том, как она бережно доставала это кольцо из старой шкатулки по праздникам. «Вы знаете», — начала я, прерывая ее монолог, «это кольцо, оно очень редкое. У моей бабушки было точно такое же. Она получила его в 45-м году.
Светлана на мгновение замерла, подняла на меня глаза и улыбнулась своей профессиональной улыбкой. Да вы что? Какое совпадение. Мой мужчина сказал, что купил его на закрытом аукционе. Говорит, эта вещь с историей принадлежала какой-то дворянской семье, которая обеднела после революции. Я почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота от того, насколько легко мой муж сочинял эти сказки. Дворянская семья, аукцион. Как красиво он упаковал свою кражу. А вы не пробовали посмотреть, что там внутри? Я кивнула на кольцо. На таких вещах часто ставили гравировку. Обычно это дата или инициалы. Светлана прищурилась, сняла кольцо и поднесла его к свету. Ой, и правда. Там что-то мелко написано. Цифры какие-то и буквы. АС 1941. А Дима говорил, что оно дореволюционное. Странно. Я смотрела, как она крутит в руках мою память, и понимала, пора. Светлана, я произнесла ее имя твердо, буквы АС. Это Анна Степановна. Моя бабушка. А дата – это день ее свадьбы, после которой ее муж ушел на фронт и не вернулся. Это кольцо не с аукциона. Оно из моей шкатулки. Лицо Светланы моментально изменилось. Улыбка сползла, обнажив растерянность, а затем и злость. Она положила кольцо на стол и отодвинула его от себя, словно оно внезапно стало раскаленным. «Вы кто такая? Что за бред вы несете?» Ее голос стал резким и визгливым. «Я жена Дмитрия», — ответила я, глядя ей прямо в глаза. «Того самого щедрого мужчины, который подарил вам чужую реликвию. 3 года назад он сказал мне, что потерял его, а сам, видимо, решил таким образом купить ваше расположение». В кабинете повисла тяжелая тишина. Светлана смотрела на меня, я на нее. В ее взгляде я видела не раскаяние, а страх за свой комфортный мирок, который начал трещать по швам. Она понимала, что статусный подарок оказался краденым. Скандал в салоне был недолгим, но исчерпывающим. Светлана, поняв, что я не уйду просто так и готова вызвать полицию прямо сейчас, швырнула кольцо в мою сторону. «Забирайте свою жестянку», — крикнула она. «Дима говорил, что вы сумасшедшая и давно живете как соседи. Мне не нужны проблемы из-за вашего старья». Я осторожно подняла кольцо. Оно было теплым. Я сжала его в кулаке так сильно, что оправа впилась в кожу и почувствовала странное облегчение. Первая часть долга была возвращена. Но впереди было самое сложное – развод. Когда я вернулась на съемную квартиру, там меня уже ждал Дмитрий. Он сидел на лавке у подъезда, сгорбившись, с букетом каких-то поникших роз. Увидев меня, он вскочил, бросился навстречу, но я выставила руку вперед, не давая ему подойти. «Ира, выслушай меня». Начал он, захлебываясь. Я все осознал. Светлана, это была ошибка, наваждение. Я уже расстался с ней, заблокировал везде. Пожалуйста, давай начнем сначала ради мальчиков. Им нужен отец. Я смотрела на него и не чувствовала ничего, кроме глубокой брезгливости. Им нужен отец, Дима, а не вор и лжец. Ты украл у них историю их семьи. Ты предал их мать. Ты серьезно думаешь, что букет цветов и пара пустых слов это исправят? Я достала кольцо и показала ему. Его глаза расширились. Я была у нее, Дима. Я видела, как она ценит твои подарки. Ты обменял 12 лет нашего брака на женщину, которая выбросила твой дар, как только запахло жареным.
Он стоял молча, опустив голову. Розы выпали из его рук прямо в грязную лужу. В этот момент я окончательно поняла, этот человек никогда не изменится. Для него жизнь была игрой, где можно переиграть любой уровень, если поймали на читерстве. Но в жизни нет сохранений. «Завтра мой юрист свяжется с тобой», — сказала я. «Квартиру будем делить через суд. Я заберу свою долю и долю детей. Ты больше не получишь от нас ни копейки доверия». Я вошла в подъезд, не оборачиваясь. Вечером я долго сидела с сыновьями. Мы рассматривали старые альбомы, и я рассказывала им про прабабушку Анну. Я объясняла им, почему это кольцо так важно. Я хотела, чтобы они выросли мужчинами, которые понимают ценность слова и чести, а не стоимости вещей. Судебный процесс растянулся на долгие 8 месяцев. Дмитрий боролся за каждый сантиметр квартиры, за каждую ложку, словно пытаясь отомстить мне за свой позор. Он приводил в суд каких-то сомнительных свидетелей, пытался доказать, что я плохая мать и вообще неуравновешенная личность. Были дни, когда мне казалось, что у меня не осталось сил, что проще сдаться и оставить ему все, лишь бы больше не видеть его лица. В такие моменты меня спасала работа и Андрей. Он стал для меня тем самым надежным плечом, о котором я уже и не мечтала. Он помогал с поиском юристов, отвозил детей на секции, когда я задерживалась на заседаниях, и просто был рядом. Тихий, спокойный, он никогда не давал непрошенных советов, просто приносил чай и слушал мой бесконечный поток боли и негодования. В итоге суд встал на мою сторону. Дмитрий получил лишь малую часть имущества, которой едва хватило, чтобы покрыть его накопившиеся долги. Выяснилось, что его бизнес давно был фикцией, и он занимал деньги у всех подряд, пытаясь поддерживать видимость успеха перед Светланой и своими друзьями. В день, когда мы получили документы о разводе, я пригласила маму и Андрея на ужин. Я надела бабушкино кольцо. Оно сидело на моем пальце так естественно, словно всегда там и было. «Знаешь, Ира», — сказала мама, глядя на мою руку, бабушка Анна всегда говорила, что это кольцо как бумеранг. Оно всегда возвращается к тому, кто его достоин. И наказывает того, кто пытался его осквернить. Я посмотрела на Андрея. Он улыбнулся мне своей теплой, искренней улыбкой. Я знала, что впереди у нас еще много трудностей, что раны от предательства будут заживать долго. Но в ту ночь я впервые за 3 года спала спокойно. Я знала, что правда победила, а бумеранг судьбы наконец завершил свой полет, ударив того, кто этого заслуживал, и вернув покой в мой дом. Дмитрий больше не появлялся в нашей жизни. Говорили, что он уехал в другой город, пытаясь начать все с нуля, но долги и дурная слава тянулись за ним следом. Светлана закрыла свой кабинет и устроилась работать в сетевую парикмахерскую на окраине. А я продолжаю учить детей литературе, рассказывая им о чести, верности и о том, что настоящие сокровища нельзя купить или украсть. Они живут в нашем сердце и в памяти наших предков. Первое время после суда я жила в странном состоянии, смеси облегчения и оглушительной пустоты. Квартира, которую я сняла, была светлой, но совершенно чужой. Каждый раз, возвращаясь из школы, я ловила себя на мысли, что хочу позвать Диму или спросить его мнение о какой-то мелочи, но вовремя прикусывала язык. 12 лет привычки не стираются росчерком пера на судебном приказе. Дети тоже адаптировались непросто. Младший часто спрашивал, почему папа больше не приходит чинить его сломанные машинки, а старший, наоборот, замкнулся и стал подчеркнуто вежливым, что пугало меня еще больше. Бабушкино кольцо теперь всегда было со мной. Иногда вечером я просто сидела в кресле, поглаживая пальцем холодный гранат, и мне казалось, что я чувствую поддержку всех женщин моего рода. Они выживали в войну, в голод, в разруху
и я справлюсь. Это была моя точка опоры. Андрей появился в моей жизни очень вовремя. Он не пытался занять место отца для моих мальчишек и не стремился сразу стать главой семьи. Он просто был. Помогал собрать полку в детской, привозил продукты, когда мы все дружно свалились с гриппом, и рассказывал детям истории о великих открытиях так, что они забывали про свои приставки. «Знаешь, Ира», — сказал он мне однажды, когда мы пили чай на моей маленькой кухне, — «судьба — странная штука. Она забирает у нас то, что мы считали самым ценным, чтобы освободить место для чего-то настоящего. Ты держалась за это кольцо, как за символ прошлого, а оно стало твоим мостом в будущее». Я посмотрела на него и впервые за долгое время почувствовала, что мне не нужно защищаться. Мне не нужно ждать подвоха или искать скрытый смысл в его словах. С Димой я всегда была в напряжении, словно шла по тонкому льду. С Андреем я наконец-то почувствовала под ногами твердую землю. Но Дмитрий не был бы собой, если бы не предпринял последнюю, самую гнусную попытку вернуть контроль. Спустя месяц после окончательного раздела имущества он подкараулил меня у школы. Выглядел он неважно, поношенная куртка, усталый взгляд, никакой былой лощености. Но голос его все еще сочился той самой фальшивой уверенностью. «Ира, нам нужно поговорить». Серьезно, начал он, загораживая мне дорогу к машине. «Я знаю, ты злишься. Но ты совершаешь ошибку. Андрей — это просто временный пластырь на твою рану. Ты же понимаешь, что он никогда не полюбит твоих детей так, как я». Я глубоко вздохнула, стараясь сохранять спокойствие. «Дима, ты потерял право говорить о любви к детям в тот момент, когда решил, что семейная реликвия — это валюта для твоих любовниц. Уходи. Нам не о чем говорить». «Ах, вот как?» Его лицо исказилось. «Ты думаешь, ты победила? Ты забрала кольцо, забрала квартиру. Но ты не заберешь у меня детей. Я подаю на пересмотр условий опеки. Я докажу, что твой новый учитель плохо на них влияет». В этот момент я поняла, что его любовь всегда была лишь формой собственности. Он не мог перенести не того, что потерял нас, а того, что мы стали счастливы без него. Вечером того же дня он позвонил старшему сыну и начал рассказывать ему гадости про Андрея и про то, что я променяла папу на чужого дядю. Сын проплакал всю ночь. Это был самый тяжелый момент за весь год. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не сорваться на крик, а спокойно объяснить ребенку, что взрослые иногда делают больно специально, потому что им самим плохо. В этот раз бумеранг ударил Диму еще сильнее. Его попытка манипулировать детьми привела к тому, что старший сын сам отказался с ним встречаться. Он просто сказал по телефону: «Пап, ты обещал, что никогда не будешь врать. А сейчас ты врешь про маму». Это был приговор, который Дима вынес сам себе. Прошел еще год. Мы отметили первый совместный Новый год в нашей новой, теперь уже по-настоящему общей квартире. Андрей официально переехал к нам, и дом наполнился смехом, запахом пирогов и какой-то особенной, теплой тишиной по вечерам. Накануне праздника я зашла в антикварную лавку, ту самую, где когда-то работал знакомый ювелир Димы. Мне хотелось починить замок на старой бабушкиной шкатулке. Старик-ювелир, увидев гранатовое кольцо на моем пальце, долго смотрел на него через лупу, а потом покачал головой. «Вы знаете, милая барышня», — сказал он, — «это кольцо обладает редким свойством. Оно не просто старое. В него вложена огромная сила тех, кто его хранил. Такие камни тускнеют в руках воров и начинают сиять, когда возвращаются к законному владельцу. Посмотрите, как оно горит». Я посмотрела на свою руку.
Гранат действительно сиял ярко-красным, почти огненным светом. Вечером Андрей сделал мне предложение. Это не было сюрпризом, мы оба знали, что это произойдет. Он не дарил мне бриллиантов. Он подарил мне тонкое золотое колечко, простое и изящное, которое идеально сочеталось с моим гранатом. «Я не хочу заменять твое прошлое, Ира», — сказал он, надевая кольцо мне на палец. «Я хочу стать твоим настоящим. И чтобы это кольцо всегда напоминало тебе о том, что ты самая сильная и прекрасная женщина, которую я когда-либо встречал». Я смотрела на свои руки, где теперь соседствовали две истории: история выживания моей семьи и история нашей новой любви. А что же Дмитрий? Последнее, что я о нем слышала, он пытался устроиться на работу в другом городе, но его резюме и репутация шли впереди него. Светлана, та самая мастер маникюра, как-то написала мне письмо с извинениями. Она писала, что Дима обманул и ее, оставив с огромными долгами за тот самый дорогой автомобиль, который он оформил на нее. Я не стала ей отвечать, но и зла больше не держала. Судьба сама расставила все по своим местам. Каждый получил то, что заслужил. Кольцо вернулось домой, предательство было наказано, а в моей душе наконец-то воцарился мир. Бумеранг завершил свой круг, и теперь его полет был окончен. Я закрыла шкатулку с воспоминаниями и шагнула в новый день, зная, что теперь я точно справлюсь со всем. Прошло 10 лет с того дня, как я захлопнула дверь за своим прошлым. Глядя на себя в зеркало, я видела уже не ту измотанную учительницу с потухшим взглядом, а женщину, которая обрела внутренний покой. Мои сыновья выросли. Старший, Никита, окончил университет и стал инженером. Он удивительно напоминал моего отца, такой же спокойный, рассудительный и надежный. Младший, Артём, еще учился, но уже вовсю пробовал себя в архитектуре. В день 20-летия Никиты мы собрались всей семьей. Андрей, который за эти годы стал для мальчишек настоящим наставником и близким человеком, сидел во главе стола. Мы вспоминали разные моменты нашей жизни, и смешные, и трудные. И вот тогда я поняла, что пришло время для самого важного. Я достала из шкатулки то самое бабушкино кольцо. За эти годы гранат ничуть не потускнел, напротив, казалось, он впитал в себя свет нашего дома. Я положила его перед сыновьями. «Это кольцо когда-то спасло нашу семью», — сказала я, глядя на них. Его пытались украсть, его пытались обесценить, но оно всегда возвращалось к тем, кто хранит верность своему сердцу. Никита, когда ты встретишь ту самую женщину, с которой захочешь разделить жизнь, я хочу, чтобы это кольцо было у тебя. Но помни, это не просто украшение. Это символ чести нашего рода. Сын взял кольцо, осторожно коснулся камня и кивнул. В его глазах я видела понимание. Он знал всю историю, от голодных лет бабушки Анны до предательства его родного отца. Для него этот бумеранг стал уроком на всю жизнь. То, что добыто ложью, никогда не принесет счастья. Судьба Дмитрия донеслась до нас лишь обрывочными слухами. Несколько лет назад мама встретила его сестру в другом городе. Она рассказала, что Дима так и не смог построить ничего прочного. Он менял работы, менял женщин, вечно ввязывался в какие-то авантюры, пытаясь сорвать куш, но каждый раз оказывался у разбитого корыта. Последний раз его видели работающим охранником на какой-то стройке. Он сильно постарел, осунулся и, по словам сестры, часто жаловался на несправедливость жизни. Он так и не понял, что несправедливость, о которой он твердил, была лишь отражением его собственных поступков. Он запустил свой бумеранг, и тот, описав огромную петлю в 30 лет, вернулся к нему одиночеством и забвением. Светлана, та самая мастер маникюра, как-то раз мелькнула в новостях местного паблика. Оказалось,
Она попала в неприятную историю с мошенничеством в салоне красоты. Ее яркая жизнь в социальных сетях была лишь оберткой, под которой скрывались долги и судебные иски. Видимо, чужие реликвии действительно не приносят удачи тем, кто берет их без права. Вечером, когда гости разошлись, мы с Андреем вышли на балкон. Город сиял огнями, и где-то вдали шумел проспект. Я чувствовала тепло его руки на своем плече. «О чем ты думаешь?» — тихо спросил он. «О том, как странно все устроено», — ответила я. «Если бы Дима не украл тогда это кольцо, я бы, возможно, никогда не нашла в себе силы уйти. Я бы так и жила в тихой лжи, боясь разрушить привычный мирок. Иногда судьбе нужно совершить что-то ужасное, чтобы спасти нас от еще худшего». Я посмотрела на свою пустую шкатулку, где теперь лежало только свидетельство о нашем с Андреем браке. Кольцо отправилось дальше, в руки следующего поколения. История Анны Степановны продолжалась, но уже без боли и горечи. Мы зашли в комнату, и я закрыла окно. В доме пахло хвоей и пирогами, запахом настоящей жизни, которую нельзя купить в ломбарде или подарить любовнице. Я знала, что завтра будет новый день, и в нем не будет призраков прошлого. Бумеранг судьбы наконец-то замер, найдя свою тихую гавань в сердцах тех, кто умеет любить по-настоящему.